небо, я не знаю, в каком состоянии мы выйдем. Ну что, страшно нахуй как? Пыльный, грязный. Мы разбомбили, когда война начался, ну, через вот эту змейку там вода, и там выходит чат. Топить, наверное, долго, да, печку? Дровам топят, и потом уже там это делают. Всем привет из Грузии! Мы приехали в Тбилиси на неделю посмотреть город и познакомиться с местными жителями. Слушайте, тут с гидами совершенно удивительная история. Они тебя облепляют, как осы, и все обещают показать самые красивые, самые лучшие, самые интересные места Тбилиси и Грузии. И нам повстречался такой прикольный человек, Серго. Он нас хочет везти в Кахетию, и мы, наверное, воспользуемся этим предложением. Мы разбомбили, когда война начался, ну, за один сутку. Серго – военный пенсионер. Рассказывал нам о своей службе, а также о том, как в какой-то период его пенсия составляла лишь 22 лари. Со временем ситуация немного улучшилась, однако работать ему все равно нужно. У Серго есть жена и дочка 11 лет. Гидом Серго работает 5 лет. Наш сопровождающий решил зайти с козырей, поэтому прямо с утра повез нас на дегустацию вина. Договорился, чтобы нас присоединили к группе иностранных туристов, и мы отправились приобщаться к грузинской винодельческой традиции. Друзья, мы на винном заводе. Тут у нас дегустация, которая из бочки уходит в небо. Я не знаю, в каком состоянии мы выйдем, но надо держаться. We make mukuzani in open barrels like those, and we keep it in the barrels for 6 months minimum, which makes it taste like very smoky. Завод, на который мы прибыли, оказался виноразливным. Все вино хранится в этих огромных цистернах, каждая из которых вмещает от 18 тысяч до 21 тысячи литров вина. Мы попробовали саперави, мукузани и другие известные грузинские вина, которые производят в Кахетии. Самыми вкусными, на наш взгляд, оказалась хаванчкара и твиши. Далее Серго повез нас в деревню Манави, чтобы показать, как делается домашнее вино и выращивают виноград. 20 лет. И часу, и саперави, все сорты стоят 20 лет. Это литровый. Какой цвет красивый. Запах посмотрите сначала. Друзья, тут все домашнее, начиная от вина, заканчивая чурчхелой. Все очень вкусно, дешевле, чем в Тбилиси, ну, серьезно, на порядок. Это пастила виноградная. Выглядит как бумага сложенная. Замечательное местечко. Ну надо, конечно, все это купить, немножко пошагать. Ну, конечно, продукт исключительный, на самом деле. Натуральный, загущенный виноградный сок. В Тбилиси мы, там, понимаете, там все на туристов. То есть ярко-зеленая чурчхела, ярко-алая, но виноград такого цвета не бывает. А здесь именно вот коричневого, темно-красного, темно-бордового. Вот это натуральный сок винограда, и вкус, ну, изумительный просто. Вот так, вот как раз начинали. Вот видишь, это лишние обрезают, вот 2 штук остается. Вот, Вина из этой части Кахетии преимущественно сладкие из-за особенностей климата. И даже зимой за виноградником нужно ухаживать, подрезать деревья и освобождать плантации от лишней травы. Очень странные специфические дрова. Дрова? Видишь, вот Да, это, они горят, и вот одну положишь палку, она у тебя будет всю ночь гореть. Не, это не такое, это не. Просто эти остатки, вот это что идут, за это шашлыки вкусно. Да, ну дым хороший. Да. Шашлыки лоза вообще очень калорийная, как топливо, очень калорийная. То есть оно на самом деле, вот я знаю по Средней Азии, там вот когда жгут, вот, ну старый виноградник выкорчевали, эти дрова, они дороже всего стоят. А очень долго горят. Как корни. Вот это большие. Это нет.
нижний Вот, участок. да, Да, нижний. да, это Очень плотное такое дерево. Вот так выглядят грузинские виноградники зимой. Понятно, что деревья спят, понятно, что весной они расцветут, но все равно посмотреть на это очень интересно. И действительно похоже, что Кахетия благодатный край, тут все растет, и люди живут, в общем-то, зарабатывают деньги своим трудом. То, что вырастили, что из этого переработали, допустим, из винограда сделали вино или чурчхелу, пожалуйста, продают и живут на этом. раньше вино там делали, внизу. Вот туда Посмотри, заливали, да? Это типа, как бы, ну не погреб, это кувшин с закладкой. Да, это даже бывает такое 1 тонны, 2 тонны, там лестница надо заходить, так чистить. Это раньше делали, сейчас уже в основном пищевые бочки есть, дубовые бочки, и там хранится вино. Здесь это уже для туристов. Ну, показать. Да. Ну, есть такие города, как эти, что сейчас тоже делают, ну, уже мало процентов кто делает. Вот это дробилка, вот то. Да, это дробилка, как виноград, а вот здесь кипит. Кипит прям? 2 недели, вот видишь, сейчас тоже, вот Смотри. посмотри. Бродит. Бродит, да, Вот это кипит, виноград. да. Прямо Все свежий. один, да, прямо. Можно посмотреть тоже. Вот, Елена, вот, посмотри. Это белый, да, виноград? Да, Белый, белый, вот белый. такой не гуляет. Это называется ркатицели. Ркатицели. Катицели, правильно. Еще раз. Ркатицели. Молодец. Всё, вот это. Здорово. И здесь 2 тонны, да, на этой бочке 2 тонны. Ну да, пищевые бочки, это уже очистить тоже легче. А когда, сколько оно бродит, сколько, когда его отливают? Это 2 недели это делается, это уже оттуда снятое вино. Оттуда сейчас будет чачуха. Да, вот такая вот, на них вот плов делают. Эти, На таких горелках, на да? таких горелках, да, вот сюда казан ставят. Или же Здорово. вот большие кастрюли, видишь, вот. Сюда. Смотри, видишь, вот смотри, Вижу, вот. да. Вот возгонная штука, вот ее кипятят. Видишь, это, судя по всему, сок. И Чурчхелу они так Да, чуть сделали. Вот что остатки, чистое вино берется, остатки, что остается, жмехи такие, вот туда бросают, внизу огонь, Это а возгонный через, через вот эту змейку там вода, и там выходит чача. Короче, огромный самогонный аппарат. Да, это старинный, очень старинный, это чистый мед, очень старинный аппарат. Вачка, вообще это называется перегонный куб. Видишь, вот он куб. Куб. Вот, видишь, какой змеевик. Смотри, вот он идет, там холодная вода. И там снизу скапывает, собственно, самогонка, ну, с дистиллят. Дима опять нашел себе друга. У него тут много друзей. Ну, привет. А ты что, тоже? Да ладно, не бойся. Ой, ты, господи, ну иди сюда, иди. Ой, хороший. Ой, ну не бойся. Ты что? Иди сюда. Иди. Он боится. Иди, болван. Привет, дружок, привет. Ой, какие хорошие. Ну что, заберем с собой? Ну что, страшно на руках? Пыльный, грязный. Пыльный. Ой, как мешок. У тебя рукава Ну, иди, хорошая. Щенячий, Собака. щенячий. Ну, они еще маленькие, конечно, маленькие еще. Следующей нашей остановкой стала деревенская пекарня, в которой также можно попробовать свежайший домашний сыр. Это вот так хлеб достают, да? Такой, да. Такой жареный. Да, жар от печки очень такой сильный идет. Топить, наверное, долго, да, печку? Дровам топят, и потом уже там это делают. Красота. Все варили говорят, сидим. Это тесто? Не соленый, да. Сыр? Сыр, здоровый.
Не соленый. Не соленый? А мне соленый. Умеренно. Ай, соленый. Спасибо. А, я поняла. Да, соленый. Какой? Не отрываясь от дороги, мы перекусили хлебом и вкусным грузинским сыром. Серго переживал, что в Сигнахе, куда мы направлялись, будет лежать туман, который скроет величественные Кавказские горы, и даже звонил кому-то уточнить, все ли там в порядке. Казалось, что он готов сам разогнать тучи руками, если потребуется, но все обошлось. Вау, 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 как хорошо видно. Дай Бог вам повезло. Молодцы. Вау, ты вау. видишь? Вот это. Ух Вот ты. это я боюсь всегда, что там туман нету. Вот это старые дома здесь, 18 век построены. Здесь есть одноэтажный и двухэтажный. В основном 60% такой старый дом. Это центральная дорога. Городок Сигнахи находится в сердце Кахетии. Раньше это был центр торговли и ремесел, который сейчас представляет собой тихое и романтичное поселение с колоритными отреставрированными домиками и брусчаткой. Городок обнесен крепостной стеной с башнями, что придает ему еще большую кинематографичность. А кроме того, отсюда открывается вид на Алазанскую долину, где выращивают виноград, из которого делают лучшие грузинские вина. Вот, друзья, это потрясающая панорама на Лазанскую долину. Нас сюда привез Серго. Очень красиво. Сегодня отличная погода, поэтому мы можем видеть горы. Вот те Горы Кавказа. горы Кавказа. Мы видим снежные шапки. Можно подумать, что это облака, но это горы. Еще один роскошный вид на Лазанскую долину. Тишина, покой. Красота неимоверная. Да, собаки наши все. Сигнахи полностью отреставрировали к 2007 году. Здесь есть рестораны, хорошие отели и казино, и винодельни. Сейчас на улицах мало народу. Все-таки начало февраля не пик туризма в Грузии. К тому же на количество путешественников сказывается и коронавирус со всеми сопутствующими ограничениями. В паре километров от городка расположен средневековый Бадбийский монастырь, в котором паломники могут найти могилу и мощи святой Нино, почитаемой в Грузии. Считается, что именно она принесла в страну христианство. В церкви при монастыре видеосъемка запрещена, но если вы будете в этих краях, обязательно зайдите внутрь и полюбуйтесь древними фресками. Атмосфера того стоит, а душевный подъем гарантирован. Путешествием в Кахетию мы остались очень довольны. Хочется также посетить этот регион летом, когда все цветет и созревает виноград. В следующих наших видео мы подробнее расскажем о Тбилиси и древнем городе Мцхета. Чтобы не потеряться, ставьте лайки и жмите на колокольчик. До новых встреч! Пока-пока!